Привет из Беларуси, а у меня, как видите, пополнение. Вот такие черенки получила. Калибрахоа. Никогда не выращивала. Для меня это трудное растение. Как-то я считала, что это очень долго и быстрее вырастить вегетативную петунию, но все-таки, так сказать, судьба распорядилась по-другому. Я решила калибрахоа тоже заняться. Значит, кроме калибрахоа есть еще 3 сорта Little Туни. Замечательное растение. Вот одно из моих любимых. Little Туни похоже размером своего цветка на калибрахоа, но растет гораздо быстрее, очень хорошо черенкуется и цветет весь сезон без обрезки. И еще вот такая вот у меня есть тут вещь, как акалифа. Вот тоже никогда не занималась. Буду выращивать впервые. Дам немножко адаптироваться черенкам, пару дней постоять. И можно уже, смотрите, снимать черенки и пересаживать, конечно. Пора. Хорошие очень черенки такие. Ну, видите, все в такой таблетке сделано. Вот такая у меня обновочка. Хочу еще посеять в этом году камнеломку. Вот смотрите, у меня есть тут 4 сорта. Но сначала, для того, чтобы определиться, во что сеять, надо глянуть, а сколько тут насыпали нам. Пакетики эти недорогие. Вот, и вроде срок хранения большой. Ну, посмотрим. Семена 23-го года написано. Да. 23-го года до 26-го. Так, что я не так разрезала, наверное. Глянем, сколько нам тут их насыпали. Ну, немного. Сеем методом белой бумажки, как я называю его. Когда такие очень маленькие семена, и их так немного, то можно вот так постукивая. Ну, иногда рекомендуют, да, песочек там насыпать и все. Ну, не всегда дома есть в хозяйстве или в квартире, да, то, что нужно. Положила свой дневник посева, чтобы вам не соврать. 28-12 посеяна клубневая бегония. Ну вот показываю. Она в стадии образования первого настоящего листа. Да, она еще очень маленькая. Грунт с водорослями, но это ничего для бегонии. Ну, растет, ничего не хочу сказать. И вот второй сорт, там был Non-Stop Mokka, а это у нас Illumination. И взошла хорошо, и растет, хотя семена старенькие. Делю всегда на 2 года, и это уже вот второй год, когда они у меня лежат. Храню в холодильнике. На этой стадии бегонии, вот кто со мной вместе сеет, мы проводим приучение ее к обычной влажности. Видите, она у меня уже раскрыта. Но делается это не в один день. Сначала вы крышку эту просто снимаете. Потом вы делаете какие-то отверстия небольшие. Я вот просто кладу ее так, чтобы проветривалось, да, потом больше, потом снимаете на несколько часов, потом на день, на ночь накрываете. Ну, короче, дней 5-6 возитесь и потом снимаете все, чтобы ваша бегония не почувствовала никаких неудобств. Ну, а теперь переместимся мы на верхнюю полочку. Быстро пройдемся по моей рассаде. Вот Осия спермум, посев 3 января. Как видите, идет стадия образования первых настоящих листьев. Свободные места в кассетке я заняла коллизией розовой. И гацания, посев 8 января. Все взошло неплохо. Единственное, чего я расстроилась, это гацания брала 200 штук, а оказалось их 185. Гацания растение дорогое, конечно, очень обидно. Очень обидно, да, что профсемцвет не докладывает нам семена в таком количестве. Тут же у меня на полочке стоят мои калибрахоа, уже пересаженные. Пересадила в такие вот кассетки.
шестерки 180 миллилитров каждая. Удобно будет переносить потом в теплицу. Ну и пока до конца февраля или начала марта, то есть до переезда в теплицу, объема этого вполне хватит такому растению. Тут же у меня 6 штучек уже с корнями бегонии моей вечно цветущей. Вы знаете, у меня такая есть, да, махровенькая. И еще поставила ее череночки. Пока приживаются. Камнеломка тут же у меня стоит. И смотрите, что еще у меня есть такого интересненького. Это вот черенки калибрахуа. Я говорила, что буду ее черенковать, да. Вот что нарезала с этих растений. Ну, подожду еще немножко, пусть там подтянутся, несколько штучек можно еще срезать. Ну, вот такие хорошенькие. Один вижу, что пропадает, видите, пожелтел. Ну, остальные такие неплохие стоят. Сильно не накрываю. Всегда как-то один уголочек оставляю для проветривания, чтобы не загнивали череночки. Тут у меня еще вот тоже стоят. Это вегетативная гвоздика. Помните, осенью я получала? Вот это уже вторая баночка. Приживается, тоже поставила ее сюда. Не все сохранились гвоздики. Пару штук пропало. Ну, ничего. А это моя вторая полочка. И это у нас виола. Посев 6 января. Сегодня 18-е. Вот чтобы вы сравнили, может быть, со своей рассадой. Виоле, конечно, нужна прохлада. Вы понимаете, что это такое специфическое растение. Но поскольку тут у меня больше 20, виола может немножко подтянуться. Ну, света достаточно, а потом заглубим с вами до семидольных листов. И она будет хороша. Ничего не повлияет. И еще 5 января посев бегонии. Смотрите, у меня пленочка лежит только номинальная. Я тоже уже свою бегонию приучаю к влажности обычно. Вот проветриваю ее. Ну вот взошла она хорошо. Помните, мы с вами будили бегонию, да? Вот. Ну и разбудили. И взошла она. Тут у меня 3 сорта сидит бегонии. Ну, пока вот придерживаю. Когда приучать к влажности, когда уже у вас 80-90% зашло, тогда уже и можно постепенно, ну так, за недельку примерно и приучить. Тут вот эта моя акалифа стоит, новенькая, ну пока не движется. Вот посадила ее в горшочки такие, 200 миллилитров. Пока, может быть, она и адаптируется, знаете, и, может, и корни развивает, но пока стоит, не движется. Еще вам покажу свою гвоздичку. Ну, выглядит неплохо, она-то еще не укоренилась, конечно, но, в принципе, стоит хорошо. Значит, повторю, это 18-е, а почеренковала я ее 8-го. Ну, 10 дней, конечно, может и маловато для укоренения в такое время. Подождем, в общем, все нормально. И тут же еще Little Tunia. Little Tunia сразу я в 400 мл в горшки посадила. Пусть она развивается. Еще не черенковала, она малюсенькая. Жду, когда немножко пойдет корневая, потом начнет вверх расти, тогда начну черенковать ее тоже. А это у меня черенки мои тут бегонии стоят. Пока свободное место вот поставила тоже. Пусть немножко наберутся сил. Вот. Ну и еще что важно. Важно посеять сейчас ампельную петунию. Я посеяла уже, смотрите. Вот. Моя петуния уже начала растворяться. Ну, посеяла 2 дня назад, поэтому еще, конечно, не время. Но опять-таки всегда бужу вот гранулы поливом. Через 3-4 дня после посадки еще капаю сверху. Вот можно теплой водой, даже градусов таких 50, чтобы гранула растворилась. Тогда всхожесть лучше и быстрее это все всходит. Ну, ампельную петунию, вы знаете, что ее нужно чуть пораньше посеять, чем обычную. Она дольше развивается. Кроме того, многие сорта надо прищипывать и не раз, а на это тоже нужно время.
Мы с Челси еще сегодня посеяли платикодон, да, пора уже думать о посеве многолетников, если они длительного выращивания. Если многолетник растет быстро, вот так, как, допустим, гайлардия, то я ее сею в конце первой декады февраля. Ну, а что касается посева однолетних, то не забывайте про ампельную петунию. Я вот тоже еще нашла один сорт, перебирала семена, надо срочно уже ее посеять. Не забывайте, что в этой декаде сеем вербену, лобелию, петунию обычную кустовую, сальвию. Целозию можно сеять, а можно отнести чуть попозже. Я сею в первой декаде февраля. Так что, ну, практически все и можно сеять. Это тем, кто имеет подсветку. Если же у вас ее нет, что делать? Ждать. Примерно месяц. С середины февраля уже можно приступать к посеву на подоконнике без досветки. Пока ваши цветочки взойдут, это обычно у нас неделя, дней 10, день будет быстро-быстро прибывать, и ваши цветы хорошо вырастут без досветки просто на подоконнике. Так что заходите на канал, смотрите видео. Если они вам полезны, ставьте лайки. Не для меня, а для того, чтобы продвинуть видео. Так устроен YouTube. Ну а мне пора прощаться. До свидания. Надеюсь, до скорого.